Привет! Ну что, раздобыла я новый журнал с рецептами. Так что сегодня мы будем вновь приобщаться к миру высокой кухни. Журнальчик по объему довольно внушительный. Так что я думаю, в нем будет много рецептов, но оно и хорошо. Так, подготовила я тут кисточку, чтобы что-нибудь обводить. А также я думаю, что в конце видео, ближе к концу, я пожую жвачку. Немножко, минут 5-10, как получится. Но это уже в конце. Поехали. Вначале наверняка будет, как всегда, много рекламы, но это ничего. Полистаем. Содержание. И вот тут, кстати, очень симпатичный пирог. Я думаю, что он тыквенный. Вот тут вот краешки тыковок. Жалко, что они не попали полностью в кадр. Так что это, скорее всего, тыквенный пирог. Интересно, будет ли здесь его рецепт. Так сходу не видно, но я думаю, что будет. Вот страница 68. Наверняка должен быть. Так. Листаем дальше. Тут рассказывается про Октоберфест. Какая красивая фотография. Тут тоже много тыковок. Тыковки. Я вообще очень люблю тыкву. Как явление. Мне кажется, что тыква — это очень красивый овощ. Вот. И вкусная она тоже. И вот это фото очень приятное. Такие цвета осенние. Букетик. Прелесть. Прелесть. Но где же рецепт? Тут рекламируются конфеты, которые называются «Укус женщины». И я как-то видела эти конфеты в продаже. Рядом с ними еще продавались конфеты «Слезы мужчины». Вот. Но, по-моему, я их не покупала и не пробовала. Вообще стоило бы купить, попробовать. И заодно снять дегустацию конфеток. Конфетки — это хорошо.
где же рецепт? Ну, я не буду вырезать это листание. Я вот в прошлый раз вырезала. А потом подумала, а что плохого вот в таком листании, да? Мясной пир. Но фото, конечно, здесь очень красивые. Настоящий пир. Угу. И вот, наконец-то, первый рецепт. Запеченная свиная шея в прованских травах с зеленой сальсой и гречотто. Что же такое гречотто? Ну, на вид обыкновенная гречка. Ну, посмотрим. Итак, для гречотто потребуется гречка, вода, сливочное масло и тертый пармезан. Ну, получается, что гречотто это всего-навсего гречка с маслом и сыром. Зато название какое? Гречотто. Так. И нужно будет сделать соус сальса. Для этого нужна луковица, чеснок, зеленый болгарский перец, почему-то именно зеленый, видимо, для красоты, зеленый перец чили, рубленая кинза, рисовый уксус, сахар, оливковое масло, соль и перец. И нужно все это будет взбить блендером. Ну и нужно будет взять свиную шею, посыпать пряностями. Тут сушеный тимьян, розмарин, чеснок, томаты. Обжарить сначала и потом запекать. Ну, собственно, вот такое блюдо. Мне кажется, не очень сложное. Посмотрим дальше. А дальше говядина Веллингтон с соусом демиглас. Что же это за соус такой демиглас? Для него потребуется морковка, луковица, чеснок, сельдерей, 1 килограмм говяжьих костей, томатная паста, тимьян, вода, портвейн, лавровый лист, соль и перец. И соус готовится следующим образом. Морковь, лук, чеснок и сельдерей нарезается и запекается вместе с говяжьими костями и томатной пастой. И потом варится в кастрюле с водой и портвейном. И выпаривается 3 часа. Даже еще 40 минут после этого. Ничего себе. Так. Ну, говяжья вырезка обжаривается, обваливается в рубленых фисташках. Затем раскатывается слоеное тесто, и в него заворачивается вырезка. Угу. Запекается и подается соусом демиглас. Так, ну я тут прилипаю немножко. Я тут загородила, вот оно, это блюдо. Говяжья вырезка в слоеном тесте, запеченная. А вот это, видимо, соус демиглас. Но мне кажется, слишком замороченное приготовление. Выпаривать соус почти 4 часа. Это жесть. Я просто думаю, стоит ли оно того? Ну, неужели это настолько вот изысканное блюдо, чтобы так с ним возиться? Не знаю.
Так, дальше. Рулет из свиного карбонада с черносливом, шпинатом, кедровыми орехами, с кетчупом из винограда. Очень красивое название. Ну и выглядит довольно симпатично. Мне кажется, интересное должно быть сочетание мяса и чернослива. Еще и с орешками. Ну и как это готовить? Чернослив нужно заварить кипяточком, карбонат разрезать вдоль и развернуть его как книжку. Слегка добить мясо молотком специальным тендерайзером. Тендер по-английски нежный. Это какой-то особо нежный молоток. Но я думаю, имеется в виду, что мясо после него становится более нежным. Потом нужно немножко потомить в сковороде шпинат. И на пласт карбонада выложить чернослив, шпинат, кедровые орехи. Свернуть в рулет, обвязать кулинарной нитью, обжарить и запекать. Также нужно будет сделать виноградный соус из винограда и воды. Тоже тут нужно будет выпаривать, но всего 20 минут. И нужно будет к этому соусу добавить сахар, уксус, сушеный чеснок и вот какая-то интересная приправа уцхо сунели. Я знаю только хмели сунели. Уцхо сунели никогда не слышала. Ну, собственно, и все. Я бы с удовольствием попробовала такое блюдо. Оссобуко с ризотто миланезе. Что? Ну, ризотто это вроде бы из риса. Так, ризотто. Оливковое масло, лук, рис карнароли, белое полусладкое вино, шафран, тертый пармезан, сливочное масло, цедра лимона, чеснок и петрушка. Мне кажется, не просто это готовится, конечно. Что такое оссобуко? Так. Оливковое масло в составе, сливочное масло, говяжьи голяшки, морковь, луковица, чеснок, сельдерей, тоже белое полусладкое вино, тимьян, лавровый лист, томаты консервированные, вода, соль, перец. Ну и вот тут видно эти голяшки. И ризотто. Ну и тут прям такое длинное приготовление, мне кажется, непростое. Не буду, наверное, все это зачитывать. Смысл блюда, я думаю, в принципе, понятен. Вот. Так что перейдем к следующему. А дальше эклеры с кофейным кремом и соленой карамелью. Вот такие тут эклерчики. Симпатичные. Я, кстати, не так давно научилась готовить эклеры. Очень собой горжусь. Правда, они у меня не такие красивые получаются. Но ничего, вкусненькие. Итак, для теста нужна вода, сливочное масло, соль, мука и яйца. Ну и тесто, я так понимаю, заварное. Да, делается заварное тесто. Я, по-моему, так и делала. Для крема нужно молоко, растворимый кофе, яйцо, сахар и сливочное масло. Крем, видимо, тоже заварной. Угу. Я вот крем делала обычный, потому что я не очень люблю заварной крем. Так, и еще здесь нужно будет сделать карамель из сахара, воды,
сливок, соли и сливочного масла. Ну, вот с карамелью надо, конечно, очень аккуратно, потому что легко пропустить момент, что она слишком твердая станет. Вот. А ниже тут рецепт безалкогольного коктейля «Белый русский». Ингредиенты: кокосовое молоко, кленовый сироп, растворимый кофе, какао-порошок, мускатный орех и лед в кубиках. Вот что интересно, у меня все это есть, кроме растворимого кофе. У меня есть кокосовое молоко и даже есть кленовый сироп. Немножко осталось. И мускатный орех тоже есть. Я бы попробовала такой коктейль. Вот тут вот 2 стаканчика. Мне кажется, это очень вкусно с кокосовым молоком, с какао, с кофе. Но вот кофе у меня как раз нет. Вот так вот. Надо будет как-нибудь сделать. Праздник рыбака. Лосось, сибас, минтай, лангустины, дары рек и морей, которые так и просятся на стол. Угу. Видимо, будут рыбные блюда. Ну да, лосось, вид с полентой. Полента это каша из кукурузной крупы. Ну, готовится нетрудно. Варится крупа для поленты. Лосось немножко просаливается солью предварительно и потом варится в зип-пакете. В специальном зип-пакете варится. Вот, собственно, и все. А нет, еще нужно украсить цветками бегонии и листочками мангольда. Вот это, видимо, листочки мангольда. Что за мангольд такой, я не знаю. Вот. Ну а так блюдо несложное, если не считать украшения. Равиоли с лангустинами и соусом биск. И вот оно, это блюдо. Ну, как-то сфотографировано, не совсем понятно. Тут такие большие равиоли. Так, равиоли это тесто с начинкой, по-моему. И для теста нужна мука, соль, яйца и желток. Для начинки нужны лангустины, чеснок, сельдерей, оливковое масло, коньяк, сливки, петрушка и зелень. Из лангустинов нужно сделать фарш, посолить, поперчить и из фарша и теста сделать равиоли. Также нужно сделать соус. Чеснок и сельдерей пассеровать, добавить панцири и головы лангустинов, которые остались, готовить 3 минуты, а потом влить коньяк и поджечь. Ничего себе! Как пламя погаснет, влить сливки, посолить и тушить. Затем содержимое взбить блендером и процедить. Это будет соус. Вот такие вот равиоли. Домашний имбирный эль. Ну, вроде бы безалкогольный.
корень свежего имбиря, вода без газа, сахар, газированная вода, лимон и лед. Имбирь нужно натереть. Так, вскипятить его с водой и сахаром и выпарить сироп. Что-то тут прям мания какая-то все выпаривать. В высокие бокалы насыпать лед, влить в каждый 4 столовые ложки имбирного сиропа, долить газированной водой и украсить кружочками лимона. Тут такие красивые бокальчики. Ну, я думаю, приятный напиток. Риет из копченой скумбрии с попкорном из гречки. Ничего себе, я никогда не знала, что из гречки можно делать попкорн. Ну-ка. Так, для попкорна выложите гречку в пиалу, полейте растительным маслом, посолите, перемешайте, уберите в микроволновую печь на 2 минуты. Угу. Оказывается, в микроволновке можно приготовить попкорн из гречки. Я бы проверила это прямо сейчас, но у меня нету микроволновки. А в обычной духовке, мне кажется, это не получится. Так, риет готовится из филе скумбрии, которое нарезается, смешивается с размягченным сливочным маслом, творожным сыром, рубленым зеленым луком и попкорном из гречки. Намажьте риет на ломтики чиабатты и подавайте. Ну вот они, ломтики чиабатты. А в стаканчиках сам риет. Ну, не знаю. Копченая скумбрия — это вкусно. Ну, интересное блюдо. Карпаччо из сибаса с тартаром из огурца и фенхеля. По-моему, сибас правильно, я все время забываю. Нужно 2 сибаса, клубень фенхеля, еще бы знать, как этот фенхель выглядит вообще. Я много раз слышала, но никогда не видела, по-моему. Огурцы, укроп, оливковое масло, лимонный сок, укроп, соль, перец. Так. Нужно нарезать филе сибаса тоненькими слайсами. Фенхель почистить и вместе с огурцами очень мелко нарезать. Добавить укроп, посолить, поперчить, заправить оливковым маслом и лимонным соком. Разложите филе сибаса. Оно никак не готовится. Это получается карпаччо, это сырая рыба. Ну вот, в общем, раскладывается это филе сибаса и сверху выкладывается тартар из огурца и фенхеля. Вот так вот. А дальше тут кейки с минтаем. То есть это получается кексики с рыбой. Так, нужно филе минтая, мука, разрыхлитель, яйцо, сливочное масло, сметана и соль. Филе минтая нужно перекрутить, ну и соединить вместе муку, разрыхлитель, яйцо, масло, сметану и рыбный фарш. Перемешать и выпекать в формочках. И будут вот такие вот рыбные кексики. Я как-то хотела попробовать сделать куриные кексики, но, по-моему, не дошли руки. Да, рыбные даже не додумалась бы. Так,
Это у нас реклама. Ставим на зеленые вкусные полезные блюда. О, вегетарианский стол. Салат из шпината, вяленых помидоров, артишоков, заправка из козьего сыра. Понадобятся кедровые орешки, консервированные артишоки, шпинат и вяленые помидоры. И для заправки мягкий козий сыр и оливковое масло. Всего этого делается вот такой салатик. Ну, я думаю, вкусный. Вяленые помидоры — это очень вкусно, мне нравится. С кедровыми орешками наверняка красота. Тут так красиво 2 ложечки еще лежат. Инжир плезир. Смешное название. Так, семена чиа, кокосовое молоко, сироп топинамбура и инжир. Ну так затейливо, затейливо. Замочите семена чиа в кокосовом молоке, затем добавьте сироп топинамбура и перемешайте. Измельчите 1 инжир в блендере в пюре, а второй нарежьте кружочками. Разложите пюре из инжира, сверху пудинг из семян чиа. Украсьте кружочками инжира. Ну, прикольное блюдо. Инжир мне нравится. Интересно было бы такое попробовать. Спринг-роллы с кальраби и авокадо. Кальраби — это вроде бы капустка такая. Капустка. Понадобится кальраби, огурец, авокадо, 8 листов рисовой бумаги для роллов, салат айсберг, кинза. И для соуса нужен свежий имбирь, соевый соус, рисовый уксус и кунжутное масло. Ну, какое-то такое прям азиатское блюдо. Нарежьте кальраби и огурцы. Авокадо тоже нужно нарезать. Каждый лист рисовой бумаги опустите на несколько секунд в кипяток и переложите на полотенце бумажное. Ну, все это распределить, свернуть конвертиком. Такое вот блюдо. Роллы. Каннелони из цукини. Так, что же такое каннелони? Выглядит оно как такие рулетики, свернутые и запеченные. Так, с помощью терки мандолины нарежьте цукини вдоль тонкими полосками. Чеснок пропустите через пресс, смешайте с рикоттой и сушеным базиликом. Томаты влейте в сотейник и выпаривайте. Как же не выпарить? Так, добавьте сметану, взбейте. Так. Ну и вот эти вот полоски цукини. На них нужно выложить рикотту, свернуть в рулетик, потом полить томатным соусом, посыпать тертой моцареллой и запекать 30 минут. То есть оно еще посыпано сыром. Но мне кажется, это очень вкусно. Тем более в томатном соусе. С сыром и с помидорчиками. Вкусняшка. Дальше рататуй.
сразу мультик вспоминается «Рататуй». Для рататуя нужен перец, красный перец, желтый перец, баклажан, цукини, помидорки, луковица и чеснок. Так, а еще оливковое масло, протертые томаты, базилик, тимьян, сахар, петрушка, соль, перец. Ну и как тут? Все нарезается. Все нарезается, красиво выкладывается, заливается томатным соусом, который делается из лука, чеснока, оливкового масла, томатов, протертых, базилика, тимьяна и сахара. Так. Накрывается все это фольгой и запекается 1 час. Это и есть рататуй. Веганская пина-колада. Лайм, консервированные ананасы, кокосовое молоко и лед. Что-то тут много где требуется кокосовое молоко. Ну и готовится, понятное дело, как. Все это взбивается в блендере. И вот в таких красивых бокалах подается. Тут лежит свежий ананасик. Но это точно вкусно. Кокосовое молоко с ананасами и лаймом. Я бы прямо сейчас бы выпила. Все лучшее детям. Пюре, запеканки, маффины, смузи. Готовим яркий стол для юных гурманов. Ой, ну тут такой красивый стол. Какие-то шарики тут. Это непонятно. Что-то с палочками от мороженого, но на вид это как котлетки. Кексики такие. Тоже, может, мясные, а может и нет. Запеканочка. И печеньки в виде звездочек. Ну какая прелесть. Стол детский, но мне все нравится. А еще какой-то напиток это или что? Трехслойный. Как интересно. И вот они, эти штучки на палочке. Это пюре с эскимо из куриных бедер. А это получается картофельное пюре в таких шариках. Тоже как шарики мороженого. А это эскимо. Очень красиво. И для приготовления куриные бедра перекручиваются в мясорубке. Из фарша лепятся котлетки, обваливаются в панировочных сухарях и обжариваются на оливковом масле по 2 минутки. И затем эти котлетки перекладываются на противень, запекаются 10 минут, и получается потом уже добавляется эта палочка. Так, ну из картофеля делается пюре со сливками, сливочным маслом. Лепятся шарики. Мне нравится, это так мило. Запеканка из пасты пенне с консервированным тунцом. Запеканочка. Что за пенне? А вот в скобочках написано перья. Это, наверное... паста пенне, это, наверное, какие-то макароны. Также нужен консервированный тунец в масле, сливки, сушеный базилик, оливки без косточек, тертый пармезан и петрушка.
сварить пасту до состояния аль денте, тунца размять вилкой, добавить сливки, базилик, оливки. Ну и в общем все это вместе выложить в форму, посыпать пармезаном и запечь. Ну, миленько, миленько. Салат Рафаэлло из крабовых палочек. Это вот те шарики красивые. Понадобятся яйца, крабовые палочки, плавленый сыр, чеснок и майонез. Ну, довольно обычный рецепт, да. Я думаю, все так или иначе что-то такое ели. Все натирается на терке, смешивается. И для красоты нужно обвалять в крабовых палочках. Очень мило.